Приветствую зрителей у экранов телевизоров. Сегодня мы познакомились с обладателем самого красивого голоса в мире. А еще мы пригласили его в нашу студию. Добро пожаловать, Димаш! Приветствуем наших зрителей! Всем привет, я Димаш. Я рад встретиться с вами. Большое спасибо за то, что пригласили меня. Я очень рад возможности пообщаться с Димашем в этой студии. Это второй раз, когда он посещает город Фуджоу. Во время его последнего визита также прошел кинофестиваль «Шелковый путь». Каковы ваши впечатления от нашего города на этот раз? Прежде всего хочу выразить благодарность зрителям, организаторам этого мероприятия, горожанам и моим слушателям. И вообще китайцам, которые оценили мой талант и пригласили меня выступить сегодня на этой почетной сцене. Эмоции, которые у меня возникают сегодня вечером, самые необычные. Это второй раз, когда меня приглашают на этот ежегодный фестиваль, поэтому я очень счастлив. И разница в том, что во время моего последнего визита проблем с ковид не было. Прошло 2 года с тех пор, как я не выступал перед местной публикой. Эти 2 года я был только дома, в Казахстане, теперь я могу это наверстать. Димаш только что исполнил 2 песни, одну спел соло, вторую дуэтом. Вторую песню Димаш начал на английском, второй исполнитель на китайском, затем Димаш тоже перешел на китайский. У каждого из этих языков свой тембр, и мне интересно, какие методы и вычисления использует Димаш, чтобы все это соответствовало. Думаю, все связано с тем, что у меня есть музыкальное образование, я получил необходимые знания. В этом году исполняется 22 года с тех пор, как я начал свою музыкальную практику. Люди называют меня Димаси Димаш, они исследуют, оценивают, как я беру низкие и высокие ноты. Но главное не в этом, а в том, что каждую песню я пою всем сердцем, всей душой. И если это нравится зрителю, это самое главное. Вот мои критерии оценки моей работы. Мы получили такое вдохновение, необычное впечатление от вашего дуэта, что хотелось бы услышать ваши мысли об учительнице Щиту. Я считаю, что давать оценку не совсем корректно. Скажу вам свое искреннее мнение, педагог очень талантливый, и вы это видите. И в исполнении песни, и в написании песни. Он является автором многих песен, исполняемых как в Китае, так и за рубежом. Выступать с таким талантливым человеком на сцене – огромное удовольствие. Желаю педагогу дальнейших творческих успехов и выражаю благодарность. Мы заметили, что они работали очень слаженно, солидарно. Большое тебе спасибо. Если Димаш не против, я хочу попросить его спеть пару строчек из какой-нибудь песни, как он хочет. деген қазақша ән. Эта казахская песня, такая красивая песня, исполненная на таком красивом фоне у реки, вызывает трогательные эмоции. Поклонники Димаша, кто-то говорит, что было бы здорово, если бы он вышел за рамки пения и пробует себя в другом, например, сняться в кино. Но не знаю. Я имею в виду, он мог сыграть принца, по внешнему виду он тоже подходит. О чем еще можно мечтать? Сижу между 2 красивыми дамами и слышу такие лестные слова в мой адрес. Мое мнение следующее: если есть приглашение сняться в фильме, я уверен, что еще долго это рассмотрю, вникну. Потому что я придерживаюсь принципа, что каждый должен быть на своем месте. И я считаю, что в профессии вокалиста должен быть человек, получивший соответствующее образование и компетентный в этом направлении. Или человек от природы талантливого, но даже такие должны пройти соответствующую подготовку. По той же логике, я думаю, что все это применимо и к актерскому мастерству. Примечательно то, что певцы. В дополнение к урокам пения возьмите уроки актерского мастерства. И я заметил, что часто на странице Weibo или в других социальных сетях Димаш публикует песни, связанные с кунг-фу. Например, заглавный трек из фильма Джеки Чана и актера Брюса Ли. Может, это его любимый жанр кино? Да, мне это очень нравится. Чонг Лонг – это наш дорогой Джеки Чан, я вырос на его фильмах. Бог дает нам то, о чем мы даже не могли подумать. Когда я был ребенком, мне никто не обещал, что я когда-нибудь смогу встретиться с ним лично, познакомиться с ним лично.
И более того, что я буду поддерживать с ним дружеские отношения. А теперь выясняется, что я спела заглавную песню к его фильму. Разве это не показывает его скромность и простоту? Можно говорить о его личных качествах и не рассказывать все, поэтому скажу, что я очень уважаю его только за его талант. Если в будущем Джеки Чан снимет фильм и предложит вам исполнить заглавную песню, вы согласитесь? Все люди, которые со мной работают, будь то мои команды в разных странах или мои менеджеры, знаю, что я не делаю того, что мне не нравится, что мне не нравится. Если мне не нравится песня, я не буду ее петь, иногда мне это не нравится. Но в случае с Джеки Чаном я не стал колебаться, даже не послушал песню, но был невероятно рад его предложению и сразу на него согласился. Ведь он такой выдающийся человек. И поэтому скромно предложил мне спеть песню к своему фильму, выразив уважение к моему труду. Я согласился, потому что я его очень уважаю. Конечно, я уважаю всех, с кем работаю. Но он для меня с детства совсем другой случай. Мы также надеемся услышать голос Димаша и в других фильмах в будущем. И его выступление сегодня было великолепным. Независимо от того, поет ли Димаш низкие ноты или высокие ноты, он полностью отдается песне, полностью растворяется в ней. Спасибо. И напоследок хочу попросить Димаша поделиться своими пожеланиями по дальнейшему развитию этого кинофестиваля. Да будет мир на свете. Пусть все народы мира живут в мире, равенстве и радости. Пусть процветает кинофестиваль «Шелковый путь» и «Шелковый путь» в целом. И пусть мы будем здоровы и благополучны. Спасибо тебе за приглашение. Спасибо, что оценили мою работу. Я тебя люблю. Так мило. Спасибо большое, Димаш, спасибо за помощь. Спасибо за прекрасный голос и за прекрасные пожелания. Будем ждать вас, как нашего гостя в будущем. Спасибо. Увидимся.